Здравствуйте! Сегодня поделюсь рецептом бомбезного шоколадного торта. Эта начинка была лидером среди заказов этим летом. Торт состоит всего из 3 прослоек. Это шоколадный бисквит, шоколадная паста и сливочный фруктовый крем. Рецепт и вся нужная информация есть также в описании под видео. Приготовим шоколадный бисквит. Для бисквита нам понадобятся вот такие ингредиенты. Соединяем в чаше яйца со щепоткой соли. Взбиваем на максимальных оборотах приблизительно 1 минуту до легкой пышности. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Теперь добавляем сахар и продолжаем взбивать. Масса должна увеличиться в объеме где-то в 5-6 раз. По времени это занимает по-разному, от 5 до 10 минут. Все зависит от мощности миксера. Теперь к взбитым яйцам просеиваем через сито муку, разрыхлитель и какао. Смешиваем ингредиенты легкими движениями. Это можно делать венчиком, либо лопаткой, кому как удобно. Готовое тесто выливаем в форму. У меня диаметр 18, застеленное пергаментом. Как только мы залили тесто в форму, сразу ставим в духовку на 170 градусов и выпекаем 30-35 минут. Готовый бисквит проверяем шпажкой, она должна быть сухая. После этого накрываем полотенцем и оставляем, чтобы он остудился. Остывший бисквит вырезаем из формы. Для этого торта нам нужно испечь 2 таких бисквита. Приготовим шоколадную пасту для прослойки. Возьмем сотейник обязательно с толстым дном. Соединим сливки, сгущенное молоко и какао. Какао лучше просеять через сито. После этого смешаем ингредиенты, чтобы какао более-менее растворилось, и ставим на умеренный огонь. Когда варится паста, лучше никуда не отходить, потому что ее нужно время от времени помешивать. Доводим пасту до кипения. Как только она начинает кипеть, уменьшаем огонь до минимального. У нас такая задача, чтобы уварить вот эту массу до загустения. По плотности шоколадная паста должна быть как густая сметана. По времени приготовление шоколадной пасты занимает где-то 15 минут. В процессе уваривания могут образовываться комки, но не стоит волноваться, потому что мы их потом разобьем ручным блендером. Как только масса уварилась до нужной плотности, убираем с огня. Прямо в горячую пасту добавляем мед. Лучше всего использовать цветочный мед. Ни в коем случае не берите гречневый. Это все скажется на вкусе шоколадной пасты. Добавляем мед и смешиваем. После переливаем в другую емкость и проходимся ручным блендером. После этого шоколадная паста становится очень гладкой. На вид паста очень аппетитная и, конечно, вкусная. Ее просто можно кушать ложкой, но мы ее не будем кушать, а оставим для торта. Вот здесь она еще слегка теплая, но когда остудится, то будет еще плотнее. Оставляем остудиться полностью. Для крема нам понадобятся сливки и фруктовая паста. Фруктовую пасту приготовим сами. Нам нужны вот такие ингредиенты. Возьмем вишню, либо свежую, либо мороженую. У меня мороженое. Перекладываем в чашу и делаем пюре. К вишневому пюре добавляем сразу крахмал и смешиваем хорошенько, чтобы не было комков. В сотейнике с толстым дном соединяем сахар и яйца. Взбиваем слегка миксером до посветления. Добавляем муку и смешиваем миксером. Смотрим, чтобы не было комочков. Проверяем лопаткой, хорошо ли разошлась мука, и ставим сотейник на маленький огонь. Сразу добавляем вишневое пюре и смешиваем. Увариваем массу на маленьком огне. Никуда уже не отходим.
Массу нужно постоянно мешать, и лучше всего лопаткой, так как она хорошо соскребает со стенок и со дна. Вот так все время помешиваем, увариваем массу до загустения. Уварить нужно до хорошей плотности, вот такая густая она должна быть. Снимаем с огня и домешиваем еще на столе, так как сотейник очень горячий и масса может еще пристать ко дну. Вот посмотрите, дно должно быть чистым, ничего не пригорело и масса очень плотная. Прямо в горячую массу добавляем йогурт. Хорошенько смешиваем и пробиваем ручным блендером. Оставляем остудиться до комнатной температуры и после этого делаем крем. Берем очень холодные сливки, только что из холодильника, и взбиваем до средней плотности. Сливки и фруктовую пасту берем 1 к 1. Добавляем 300 граммов фруктовой пасты и взбиваем. Крем можем использовать сразу или поставить на 30 минут в холодильник, чтобы он стал более плотным. Каждый бисквит разрезаем на 3 ровных части. Переходим к сборке торта. Первым кладем бисквит и пропитываем. Для пропитки я использую кипяченое молоко. Обязательно кипяченое, потому что сырое может прокиснуть. Делаем ободок из крема, так называемую дамбу. Она будет изолировать шоколадную пасту. Вовнутрь выкладываем часть шоколадной пасты и разравниваем по поверхности. Сверху выкладываем еще слой крема. Учитывайте то, что вся порция крема должна быть разделена ровно на все коржи одинаково. И также равняем шпателем. Выкладываем следующий корж и делаем все то же самое. Таким образом собираем весь торт. Собранный торт оборачиваем пищевой пленкой и засаживаем в кольцо. Убираем в холодильник для пропитки. У меня торт простоял целую ночь. Торт не приторный, имеет очень ярко выраженный шоколадный вкус, 2 вида – шоколадно-карамельный и горький шоколадный. Плюс к этому есть нотки сливочно-фруктового вкуса. Пишите свое мнение. Надеюсь, что этот рецепт многим понравится. А я на этом прощаюсь, говорю всем пока, до следующего выпуска.